В одной из общественных школ на окраине Ванкувера училась девочка по имени Лина Куэвас. Она была тихой, сосредоточенной, с поразительными способностями к физике и химии. На фоне шумных и болтливых сверстников Лина часто оставалась в тени. Она была латиноамериканкой, жила с мамой Ракель Куэвас в скромном районе на севере города. Отец ушел, когда Лине было всего 3 года. Однажды, на уроке обществознания, когда детям дали задание рассказать о профессии одного из родителей, Лина аккуратно написала в тетрадке: «Моя мама работает в канадском космическом агентстве». Когда очередь дошла до нее, она робко, но с явной гордостью произнесла это вслух. В ответ кто-то в классе фыркнул. Учительница, мисс Донован, женщина в возрасте, с усталым видом и немного старомодными взглядами, приподняла брови и переспросила с легкой ухмылкой. Это не было прямым обвинением во лжи, но тон ее голоса говорил сам за себя. «Правда? Твоя мама?» Лина опустила глаза. Больше она ничего не сказала. В классе повисло неловкое молчание. Девочка дождалась звонка и тихо вышла, не споря и не оправдываясь. На следующий день все шло как обычно, до середины 3-го урока. Раздался стук в дверь. Мисс Донован, ожидавшая, возможно, кого-то из школьной администрации, нехотя оторвалась от журнала. Когда дверь открылась, в класс вошла высокая женщина в серебристом скафандре с нашивками CIA и флагом Канады на плече. В руках она держала шлем. Сняв его, она спокойно представилась: Ракель Куэвас, инженер-исследователь в области аэротермодинамики. Ее визит был заранее согласован с директором школы, но мисс Донован ничего об этом не знала. Класс замер. Даже самые разговорчивые ученики сидели, раскрыв рты. Учительница потеряла дар речи, ее лицо вспыхнуло от смущения. А Ракель спокойно и уверенно рассказывала детям о своей работе, о тестировании новых покрытий для космических аппаратов, о подготовке к миссиям, выходящим за пределы околоземного пространства. Лина сидела в последнем ряду. Она не улыбалась, но ее взгляд говорил больше, чем слова, в нем было достоинство и внутренняя сила. После этого визита ее начали воспринимать иначе. Насмешки прекратились. Даже самые циничные одноклассники больше не позволяли себе смеяться над чужими мечтами. Мисс Донован попыталась извиниться. Но в этом уже не было нужды, все было сказано и, куда важнее, показано. С тех пор в этом классе научились слушать. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.